Всем добрый день! Рада видеть вас на своем канале. Предлагаю присоединиться ко мне и приготовить вот такие вот быстрые пирожки скороспелки. Готовятся пироги очень быстро, тесто готово буквально за 50 минут. Для приготовления потребуется 180 мл теплого градусов 35-40 молока. В молоко добавляю живые дрожжи 20 грамм. Если будете использовать сухие, берите 7 грамм. Сахар 1 столовую ложку 20-22 грамма. И все просто перемешиваю венчиком до полного растворения. Оставляю в сторонку. Можно дать постоять до поднятия шапочки. Но если вы уверены в своих дрожжах, это не обязательно. Муку я уже просеяла 400 грамм. Добавляю соль пол чайной ложечки и пол чайной ложечки разрыхлителя. Перемешиваю все, тщательно соединяю. Разрыхлитель можете заменить щепоточкой соды. Сметану используем комнатной температуры 2 столовые ложки 60 грамм. К сметане вливаю 70 мл растительного масла, растираю венчиком и вливаю дрожжевую болтушку. Перемешиваю. Начинаю всыпать постепенно муку. Всыпаю в несколько приемов, всю сразу не добавляйте. Мука разной влажности бывает, поэтому добавляем постепенно в 2-3 приема. Я всыпала чуть больше половины, перемешиваю тщательно лопаткой либо венчиком. И потом уже постепенно вмешиваю оставшуюся муку, чтобы не переборщить. Это тесто такое очень хорошее, мягенькое, пластичное. Особой потребности как-то долго с ним работать даже нет. Переходим на замес руками. Я буду делать это даже вот так просто в миске. Вымешиваю тесто, подсыпаю постепенно муки до вот такой вот консистенции. Колобок теста должен быть не слишком плотным, мягеньким. Выкладываю тесто в посуду, где буду растаивать. Можно слегка смазать растительным маслом, если есть желание. Затягиваю пленкой и оставляю на расстойку на 50 минут. За это время приготовим начинку. Нужно отварить вкрутую примерно 5 яиц, пучок зеленого лука и 20-30 грамм сливочного масла. Яйца и лук рубим и заливаем горячим сливочным маслом. Соль и перец по вкусу. Можно делать любую другую начинку по вашему вкусу. Тесто тем временем у меня хорошо поднялось. Тщательно его обминаем. И сразу же можно делить тесто на кусочки. Разделываем тесто на кусочки. Я предпочитаю отвешивать каждый кусочек, чтобы пирожки были одинаковые. Я отвешиваю кусочки на весах примерно по 60-62 грамма. Мне кажется, это оптимальный размер для пирожка. Пирожки получаются не слишком маленькие, но не огромные. Каждый кусочек теста нужно подкатать в шарик. Я это делаю вот таким вот способом. Собираю тщательно все к центру и движениями руки вот такими вот, когда тесто бьется о руку и о стол, подкатываю шарики. Шарики выкладываю на смазанную растительным маслом рабочую поверхность и обязательно прикрываю пленкой. Даем тесту немножечко отдохнуть, расслабиться после обминки и формовки, примерно минут 10. Обязательно прикройте пленкой. И потом начинаем раскатывать шарики с тех, которые сформировали первыми. Они, естественно, успели полежать на пару минут подольше. Берем кусочек теста, раскатываем не слишком толсто, лепешечку размером примерно с небольшое блюдце. И когда раскатали, обязательно переверните, потому что та поверхность, по которой вы катали скалкой, более гладкая. А та, которая к столу повернута, она не такая гладкая, и пирожки у вас могут быть такие неровные. Поэтому обязательно переверните и начинку выкладывайте именно на ту поверхность, которая была обращена к столу. Потом можно немножечко подкатать также лепешечки, если они слегка подтянулись. Я раскатываю сразу все лепешечки и прикрываю пленкой те, с которыми не работаю. Выкладываю начинку, примерно большую такую столовую ложку, и формирую пироги обычным способом. Защипываем и вот этот гребешок слегка поджимаем к пирожку. Подравниваем краешки, делаем его более красивым. Видите, какой ровненький, красивый пирожок получается. И таким образом формирую все пироги. Сформированные пироги выкладываю
на лист, застеленный пекарской бумагой на значительном расстоянии друг от друга, чтобы было место для подъема. Прикрываем пленкой лист с пирожками сформированными и оставляем на расстойку. Зависит от температуры, примерно на 20-30 минут в среднем. Перед выпечкой смазываем. Я смазываю желтком, в который добавила щепотку соли и 3 столовые ложки молока. Если будете добавлять меньше молока, колеровка получится более яркого, насыщенного цвета. Пирожки выпекаются при 200 градусах примерно около 20 минут в моей духовке. Вы, конечно же, как я всегда говорю, делайте поправку на свою духовку. И вот такие вот они мягусенькие получаются. Я еще прохожусь по готовым горячим пирожкам кисточкой с растопленным сливочным либо с растительным маслом. Тогда они получаются еще мягче, глянцевые получаются. Тесто как пушок. Теста немного, больше начинки, но тесто очень мягенькое и нежное, слоистое получается. Посмотрите. Готовьте с удовольствием. Вкусных вам пирогов. Поддержите меня пальцем вверх, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. До скорой встречи. С вами была я, Алися.